Какой рост на самом деле был у Иосифа Сталина? На этот счет есть разная информация. Можно прочитать, что рост Сталина не превышал 155 сантиметров, а в некоторых источниках смело пишут, что вождь народов в лучшие годы был 174 сантиметра в высоту. Рассмотрим разные мнения и попытаемся прийти к истине. Можно рассмотреть варианты списком. Первое. Политический публицист Сергей Кремлев в труде «Имя России и Сталин» указывал, что рост вождя составлял 155 сантиметров. Насколько можно доверять этой информации? Сам Кремлев пишет, что ему якобы много раз приходилось об этом читать. То есть доказательств верности своей точки зрения автор не дает. Соответственно, и веры в его версию мало. Второе. У Бориса Елизарова, автора еще одной книги про Сталина, похожий подход к определению роста Иосифа Виссарионовича. Только автор ссылается на русиста Дэниела Ранкура Лаферира, который, в свою очередь, ни на кого конкретно не ссылался, а писал, что много раз слышал: рост вождя 160 сантиметров. Еще одна информация без каких-либо подтверждений. Третье. Евгений Гусляров в книге «Сталин в жизни» ссылается на информацию от американского политолога Роберта Такера, который утверждал, что рост Иосифа Виссарионовича составлял 5 фунтов и 4-5 дюймов. Это около 1 метра 63 сантиметров. Проблема в том, что Такер использовал слово «вероятно», то есть он не был на 100% уверен в своей правоте. Таким образом, версия Гуслярова не опровергает теории Кремлева и Елизарова, но и не подтверждает их, как можно понять. Четвертое. Владимир Большаков в книге «Майдан в России» пишет, что рост Сталина составлял 166 сантиметров. Автор не утруждает себя доказыванием этой точки зрения, он просто утверждает. Можно высказывать любые предположения, но это никак нас не приближает к истине. Пятое. Интересную версию изложила Сьюзен Батлер в книге «Сталин и Рузвельт. Великое партнерство». Она указывает, что рост Иосифа Виссарионовича вряд ли превышал 160 сантиметров, но при этом советский лидер выглядел крупнее. Батлер указывает, что Рузвельт характеризовал Сталина как мужчину крепкого и коренастого, а соратник Рузвельта, Гарри Гопкинс, считал, что рост Иосифа Виссарионовича составлял около 1 метра 70 сантиметров. Гопкинс вспоминал, что у Сталина были очень крепкие руки. Это любопытная версия. Действительно, я могу допустить, что маленький Сталин мог казаться более высоким из-за своего телосложения. Наверное, свою роль играло и то, что Иосиф Виссарионович был сильным лидером огромной страны. Как говорится, у страха глаза велики. И Сталин в этих глазах представлялся человеком большим и мощным. И все же воспоминания, ощущения – это не те доказательства, которые могут нас удовлетворить. Поэтому идем дальше. Шестое. Известно, что молодость у Иосифа Виссарионовича была очень бурной. Нередко он оказывался за решеткой. Соответственно, были возможность и необходимость у государства измерить будущего лидера СССР. Первым это сделал врач из Батуми, Элиава. Контролировал процесс полковник Шабельский. Было установлено, что рост Джугашвили составляет 2 аршина и 4,5 вершка, а это 162 сантиметра. Казалось бы, все зафиксировано, но есть люди, которые высказывали сомнения по поводу этой информации. Седьмое. Игорь Пыхалов в труде «Как клевещут на Сталина. Факты против лжи о вожде» указывает, что в ориентировке на Сталина, бежавшего из ссылки, было указано, что рост его составляет 38 вершков, то есть 169 сантиметров. Аналогичная информация была у правоохранителей из города Баку, и такой же рост указывали в документах на Сталина, когда тот отправился в очередную ссылку. А в Петербургском охранном отделении в 1911 году отметили, что рост Джугашвили составлял 174 сантиметра. Мне больше других нравится версия про измерение роста в Батуми. Во-первых, есть ссылка на то, что работал врач. Во-вторых, контролировал процесс целый полковник. Все должно быть в этой ситуации достоверно. Можно учесть мнение Бориса Соколова, который пишет, что рост преступников никто никогда точно не измерял. Все происходило на глаз, как сейчас пишут среднего роста, среднего телосложения. Скорее всего, так и было со Сталиным. Впрочем, Соколов указывает, что рост Иосифа Виссарионовича составлял 171 сантиметр, а вышеупомянутый Пыхалов позже настаивал на 174 сантиметрах, добавляя, что в конце жизни Сталин уменьшился на 3 сантиметра. Это естественная вещь, но, наверное, все же рост Иосифа Виссарионовича был 162 сантиметра, не более.
Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.